Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на 2022 год для знака зодиака Рак. Расклад у нас будет по 12 астрологическим домам, и работать я буду на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к информации, которая содержится в хрониках Акаши. Мы можем получить информацию о вашем прошлом, настоящем и будущем, раскрыть возможности, отношения, действия, которые помогут вам двигаться по направлению к вашей цели или к вашим мечтам. Также эта колода приносит нам руководство от вознесенных владык, ангелов, архангелов и от вашей духовной семьи. Раки, 2022 год. Что вас ждет, представители знака зодиака Рак? Также я советую вам смотреть по вашему асценденту. Еще у нас вот здесь будет ряд из 5 карт. Это то, что происходит у вас сейчас. Это люди или ситуации, которые актуальны для вас в настоящее время. Неважно, когда вы смотрите этот расклад. Это ваш основной фокус. Это самые важные запросы и идеи. И, кстати, по этим 5 картам вы поймете, резонирует ли с вами эта информация. Еще у нас будет одна 18-я карта. Это взгляд в будущее. Это намек на будущее, направления и устремления, которые будут основаны на выборе и действиях вас в 2022 году. Эту карту мы откроем в конце расклада. Ваш расклад готов. Мы начнем вот с этих 5 карт, и вы поймете, да, резонирует ли с вами этот расклад. Первая карта у вас это сезонная карта, это 5 силы, самая винта, лето-зима. Она у вас перевернутая, она ложится в позиции зимы. Вообще сезонные карты показывают, как вам сейчас лучше расходовать вашу энергию. Когда она ложится в позиции зимы, она говорит вам, что вы сейчас находитесь в цикле инь. Это время восприятия, идущего вовнутрь и как бы проводящего переучет. То есть это период подведения итогов. Этот этап может потребовать от вас меньшей активности в мире, но однако вот эта спокойная энергия окупится позже. Сейчас вам лучше заняться медитациями, соединением с вашей душой и построением планов на будущее. Потому что зимний цикл часто наполнен внутренней активностью, смешанной со спокойным уединением. Да, если ваша внешняя жизнь будет требовать от вас каких-то действий, обязательно выполняйте их, но с вниманием и внутренним спокойствием. Не забывайте расслабляться, позвольте себе строить планы для начинаний, которые придут к вам весной. Вторая карта это старший аркан. Вот у вас из 5 карт 3 старших аркана. Карта называется Fate and Meeting, назначенная или предназначенная судьбоносная встреча. И она у вас прямая. С этой картой в вашу жизнь входят очень важные для вас отношения. Это или совершенно новые, или уже существующие переходят на другой, более высокий уровень. Карма из прошлых жизней, возможно, свела вас вместе, и поэтому вам нужно быть очень аккуратными и бдительными. Сохраняйте свой личностный и совместный рост. Это для вас очень важно. А также действуйте с уважением и пониманием друг к другу. Если вы в этих отношениях выполняете вашу кармическую задачу, то это могут быть одни из самых высоких отношений, которые вы когда-либо знали. Но также эта карта может показывать назначенную встречу по рабочим ситуациям, творческим проектам и другим важным вопросам. И они, скорее всего, тоже кармические. Они могут быть из прошлых жизней. Это может быть духовный учитель, брат или сестра. Кто бы это ни был, это очень многообещающие и серьезные отношения. Поэтому будьте внимательны. Третья карта у нас это 7 силы.
Карта называется Balance, баланс, равновесие. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, стоит письменный стол, на нем лежат пачки документов и стоят уравновешенные весы. Перевернутая карта может указывать, что, возможно, вы сейчас разбалансированы или запутались в некоторых сложных ситуациях, которые заставили вас потерять ясность, а может быть даже энергию. Это могли быть напряженные юридические вопросы или же ситуации, которые кажутся вам несправедливой, а может быть тянется бесконечно долго. Но вам необходимо быть очень активными, чтобы по крупицам развязать вот эту ситуацию. Возможно, нужно получить хороший совет или консультацию, которые помогут вам разобраться во всех деталях этой ситуации. Так как карта перевернутая, она говорит, что результат может не соответствовать желаемому, но все равно не забывайте сохранять равновесие. Потому что искать только справедливость – это высвободить месть и гнев. Вы же не хотите создать более сложную карму в этом вопросе. А на более личном уровне эта карта может предупреждать вас снова сбалансироваться и сконцентрироваться. То есть принесите обратно равновесие в вашу диету, в ваш рацион, физические упражнения и ваши мысли. Подумайте, как ваш выбор и ваши мысли повлияют на ваше будущее в этой, а также в будущих жизнях. Примите меры, которые вернут вот эти весы обратно в равновесие. Не только между вами и другими людьми, но и внутри вашей жизни также. Четвертая карта – это старший аркан, это Архангел Михаил. Архангел Михаил является каналом божественной силы. Когда эта карта переворачивается, она говорит, что вам нужно восстановить вашу связь с реальным источником питания. Перевернутая карта указывает на растущее чувство утраты и слабости духовно, ментально или в других местах. То есть одной или более областей вашей жизни могут быть неэффективны, или вы можете обнаружить себя в ситуации, когда вы не знаете, что делать, или как взять на себя инициативу, чтобы это решить. Если это так, то сейчас пришло время рассмотреть все способы, чтобы восстановить вашу силу. Отпустите ваши старые представления об ограничениях и замените их новыми мыслями и идеями. Вам надо заниматься делами, которые вы любите, потому что тогда вы включаете энергию, которая делает вас счастливым. Вот сейчас ваша душа жаждет, чтобы вы перешли от этого пугливого и робкого ребенка к решительному и действующему. Помните, что Михаил может поделиться с вами своей силой и смелостью. Просто его нужно об этом попросить. И пятая карта – это четвертый старший аркан. Карта называется «Рождение, начало» или «Рождение, жизнь». И она у вас прямая. Карта показывает время для нового начала. То есть какой-то старый этап у вас заканчивается, начинается новый. Но даже вот это новое начало имеет свои корни в вашем прошлом. Оно может быть связано с тяжелой работой над чем-то, и сейчас вы можете получить плоды тех усилий. Также эта карта может показывать материнство, беременность или сбор урожая того, над чем вы трудились. Но еще это может быть новая энергия романа, семьи или дома, а также создание нового проекта. Но что бы это ни было, приготовьтесь к великолепному росту, развитию и возможностям, которые скоро войдут в вашу жизнь. Если эта информация с вами резонирует, давайте смотреть дальше. Первый дом – это ваша личность, это ваш образ, это то, как вы себя позиционируете. Это дом самораскрытия, самоосознания. Здесь у вас ложится шестерка свитков. Карта называется The Sands of Time, пески времени, она у вас прямая. Мы видим, что солнце уже садится за горизонт. Мужчина засучил рукава, он готов работать. У него очень много свитков. Это планы, это проекты, это идеи, мысли. И перед ним стоят песочные часы, которые очень быстро сыпятся. То есть карта показывает, что в некоторых важных вопросах время будет иметь для вас существенное значение. Это может быть проект, ситуация или личное взаимодействие, которые потребуют от вас активности или даже завершения.
Вы, возможно, были очень активны, трудолюбивы в течение какого-то времени, но теперь вам нужно приложить еще больше усилий, настойчивости, чтобы дойти до конца. Но не позволяйте беспокойству увести вас от целей. Еще очень много предстоит сделать, так что не сдавайтесь. Второй дом — это ваши ценности, это ваше имущество, это ваши финансы. Вообще это дом денег и дом планирования. Здесь у вас ложится королева роз, прямая. Королева роз показывает женщину любящую, страстную и очень надежную. Вообще это карта любовной связи. Отношения с кем-то, кого вы уже можете знать, могут усилиться и стать более значимыми. Или же кто-то новый может появиться в вашей жизни. Вам говорят, будьте открыты для связи. Она может быть романтической, либо это может быть друг, член семьи или коллега. Но этот человек будет в каком-то роде вам полезным и очень ценным. Королеву роз также можно представлять вас или женщину в вашей жизни, которая вступает в роль жены или матери. Иногда она показывает счастливое разрешение проблем, связанных с семьей, дружбой или любовными отношениями. То есть наступает время для очень спокойных, мирных, любовных общений, так что открывайте ваше сердце к выражению заботы внутри и вокруг вас. Третий дом — это ваши братья, сестры. Это дом коммуникации, семейных отношений, это короткие путешествия, частные события. Здесь у вас ложится 11-й старший аркан, это ковчег завета, и она у вас прямая. Карта может указывать на выгодный юридический договор или на передачу прав собственности. Также здесь может быть успешная работа с брокерами или адвокатами. Но на более высоком уровне, все-таки это старший аркан, карта может указывать, что вы живете согласно своему собственному кармическому контракту. Вы принимаете во внимание свои уроки роста и развития, работаете над раскрытием и вносите свой уникальный вклад в мир. Но не ваша карма управляет вами, а вы управляете ей. Когда работа становится слишком тяжелой, отдых не нарушает вот этот ваш завет. Одно поддерживает другое. Но многие из ваших кармических задач могут включать других людей. Но не позволяйте эмоциям брать над вами верх. Это может повлиять на вашу настоящую, а также на будущее жизни. Вот сейчас вам нужно продолжать работать над вашей высшей целью. Четвертый дом — это ваш дом. Это дом, где вы живете, это ваша семья, это еще дом матери, отношения с родителями, вопросы с недвижимостью. Еще это дом эмоций. Здесь у вас ложится единица силы. Карта называется The Akasha Field. Это поле хроник Акаши. Но у вас прямая. Мы видим, что поле, в котором вибрируют энергии. Но здесь они, в частности, показаны как северное сияние. В этом поле Акаши вибрирует вся информация, сила, энергия и опыт. И каждый кусочек ее может быть вашим. Когда эта карта ложится прямая, она говорит вам, что в это время для вас изобилуют великолепные возможности. Вы можете увеличить и ускорить опыт открывания дверей в хрониках Акаши. Ваша энергия жизненной силы вот сейчас резонирует со Вселенной, поэтому вы можете исследовать хроники и получить ту информацию, которая вам нужна, и силу, которая может вам помочь. Действуйте в этом занятии с осознанным вниманием. Напишите свои намерения и попросите вдохновения. Вселенная готова принять сейчас ваши самые искренние желания, и для вас пришло время для их исполнения. Пятый дом — это дом детей, творчества, творческих проектов. Это свободное время, хобби, но также это любовные отношения. Здесь у вас ложится тройка свитков, карта перевернутая. Она называется Setting Your Course. Проложи или установи свой курс. В прямом положении мы видим, 3 человека плывут на корабле. 2 составляют план, 1 смотрит вперед в подзорную трубу. Когда эта карта ложится перевернутой, она говорит, возможно, вы не смотрите так далеко вперед, как можете. Или же не даете себе свободы двигаться вперед.
Попытайтесь избавиться от привычки сдерживать себя. Это может быть недопонимание в каком-то проекте, в дружбе или в отношениях. Также в вашей жизни может быть человек, который вводит вас в заблуждение, или он не справляется со своим бременем или нагрузкой. Также небольшой партнерский союз или объединение могут полностью распасться. Но еще планы поездки или переезда также могут быть отменены или изменены. 6-й дом – это ваша ежедневная работа, это сотрудники, сослуживцы, это ваше психическое и физическое здоровье, ежедневная жизнь, это дом питомцев. Также это ваши навыки, услуги. Здесь у вас ложится фигурная карта, это король силы, она у вас прямая. В прямом положении эта карта может указывать на человека, который обладает мощной и позитивной энергией. Он приходит с добрыми намерениями, излучая доброту и честность. Если вы еще не знаете этого человека, то его энергия скоро войдет в вашу жизнь. От него может поступить помощь или поддержка в определенном проекте, в рабочих вопросах или же просто в вашей жизни в целом. Но также он может быть любовным интересом. Поэтому, чтобы быть открытым для приема такого человека, убедитесь, что вы с нежностью и уважением относитесь к самому себе. А для вас или для важного в вашей жизни мужчины это может быть предстоящая должность, естественная для короля силы. Это что-то связано с электроникой, физика, астрономия, география, экология, науки о Земле, а также с земной энергией и природой. Будь вы женщина или мужчина, это также показывает важную сторону вас самих. Почувствуйте гармонию, красоту природы и познайте мощные силы, которые движутся внутри и вокруг вас. 7-й дом – это дом супружества, партнерства. Здесь у вас ложится 12-й старший аркан. Карта называется Писарь, но она у вас перевернута. Карта говорит, что вы можете проигнорировать новое обучение или развитие, которые поднимут вас на уровень выше, чем тот, на котором вы находитесь. Или же вас могут попросить возглавить группу или поделиться вашими способностями, а вы не ответите. В личных делах вы можете закрывать ваш разум для новых, более обширных мыслей. Карта говорит: перестаньте сдерживать себя, откройте свой разум, будьте готовы к более мощным идеям. Вот в течение этого времени написание проекта, который вы хотите продолжить, может оказаться сорванным. Позвольте себе отступить и возьмите немного времени. Другие возможности для таких задумок придут. Если вы будете вовлечены в правовую ситуацию, обязательно найдите правильного человека, который поможет вам. Так как вы можете встречаться с адвокатами или профессионалами, которые будут являться дилетантами. Поэтому тщательно исследуйте, используйте свою интуицию, чтобы не быть введенными в заблуждение. А если вы проявите усердие, вы можете найти правильный совет. 8-й дом – это совместные финансы с партнером. С партнером это может быть супруг-супруга или это бизнес-партнерство. Также это дом чужих денег, это кредиты, налоги, это дом наследства, это дом трансформации и духовной силы. Здесь у вас ложится 7-ка роз, карта называется Dead Journey. Dead Journey – это путешествие, но она у вас перевернутая. Она может показывать, что путешествие или переезд могут быть отложены или отменены. Если вы хотели расширить, изменить или разнообразить свою работу, то, возможно, сейчас не самое подходящее время. Но не волнуйтесь, вы не потеряли такой возможности для новых открытий, новых путешествий, новых мест. Просто это будет отложено. Карта говорит: будьте терпеливы и следите за тем, что лежит перед вами в настоящем. Вот этот ваш корабль обязательно вернется снова, когда придет время. 9-й дом – это высшее осознание и понимание, это дальние поездки, это дом эмиграции, это большие перспективы, высшее образование, юридические вопросы. Здесь у вас ложится 3-ка роз, карта называется Loving Elementals, и карта у вас прямая.
Мы видим, что игривые феи и водные эльфы резвятся вокруг малыша. Они наполняют воздух радостью и счастьем. Хотя многие люди не верят в ангелов, но духи природы всех видов существуют, и они обладают большей силой, чем мы даже можем себе представить. Они живут в элементах земли, в воздухе, в ветре, в огне, и они готовы поделиться руководством, благополучием и вдохновением хроник Акаши, которые также живут в мире природы. Эта карта говорит вам, что радость скоро в вашей жизни будет расти. Но и вас она также призывает вспомнить, как это веселиться. Принесите больше игривости и шаловливости в вашу каждодневную жизнь. Позвольте себе петь, много смеяться. Призовите вот этих маленьких ангелов вдохновить вас. Они любят веселье и любят поднимать нам настроение. И они могут значительно увеличить радость в вашей жизни. 10-й дом – это дом нашей карьеры, это дом отца, отношения с папой. Это дом репутации, социального статуса, это власть, это общество, а также это дом того, чего вы хотите достичь. Здесь у вас ложится тройка силы. Карта называется The Bird's Nest, это птичье гнездо, и она у вас прямая. Мы видим, что птичка свела гнездо, вывела потомство и кормит своих птенчиков. Эта карта представляет для вас силу творчества и расширения. Она дает вам сигнал сосредоточиться на запуске новых вещей и на расширении. Возможно, вашего бизнеса, ваших друзей или внутри вашей семьи. Но для этого вам необходимо приложить некоторые усилия. То есть гнездо должно быть построено, и вы должны быть открыты для новых дополнений, которые к вам идут, к ожидаемым детям, к обновлению вашего дома. Это может быть ремонт, постройка. Или, возможно, вы будете нанимать новых сотрудников или открывать новые точки бизнеса, или искать новые места для работы. Ну, что бы это ни было, оно того стоит, потому что вот эти расширения принесут вам большую радость. Но духовные расширения также могут иметь место. Никогда не поздно расширять сеть духовной семьи, друзей, наставников. Вознаграждение такого рода расширений безгранично. 11-й дом – это наши группы, соцсети, это социальные желания, устремления, это дом надежды, а также это крупные корпоративные структуры, отношения с друзьями, способность к самореализации и наши цели и направления движения. И здесь у вас как раз ложится единица свитков, карта называется «On Track», по пути, но она у вас перевернутая, как, впрочем, и у всех. Мы видим, что мужчина собрал вещи, купил билет, уже занес ногу на порожек поезда, у него уже паровоз дымит, и он в самый последний момент обернулся и увидел вот этот указатель, который показывает другие направления, а он их не рассматривал. Когда эта карта ложится перевернутая, она говорит, что ваша двойственность и ожидание идеального времени могли вас задержать. У вас могла возникнуть проблема с принятием действий в определенном направлении. Возможно, из-за замешательства, нерешительности или бездействия. Вот сейчас от вас зависит довести этот этап до конца. Но, возможно, от вас потребуется уже больше усилий и сосредоточенности. Очевидно, есть какое-то руководство, которое вами движет. И даже если вы не совсем уверены, как бы вам хотелось бы, но так как уже паровоз дымит, и вы уже собрались, то карта говорит, хватит колебаться, пора действовать. Но при этом учтите другие направления, которые, может быть, раньше вы не рассматривали. И 12-й дом – это дом секретов, тайн. Это кармические уроки, опыт, кармические отношения. Это духовное общение, это дом изоляции, а также это дом страхов и бессознательного. Здесь у вас ложится 20-й старший аркан. Карта называется Will, Wisdom and Mind. Это у нас воля, мудрость и разум, и она у вас прямая. И эта карта приносит с собой время огромной силы, равновесия и самовыражения. У вас сейчас очень сильна связь с высшими силами, с вознесенными владыками, даже если вы этого не осознаете.
Вот с помощью этих мастеров вам подвластно объединить огонь творчества с водой эмоций и восприимчивости, чтобы внести свой вклад в мир. Вот с высоко поднятой вот этой короной сейчас, вероятно, вы окажетесь в значительной позиции власти и влияния. С этими силами вы сможете дисциплинировать себя, чтобы объединить вместе медитацию, творчество, отдых и необходимые действия. Воспользуйтесь этим временем и используйте эти полномочия правильно. Они не что иное, как божественные силы, которые движутся через вас, чтобы вы могли проявить эти силы в мире. Ну и давайте посмотрим с вами 18-ю карту. Это взгляд в будущее. Это то, что будет у вас происходить в 2023 году. Здесь у вас ложится фигурная карта. Это у нас король свитков. Карта у вас перевернутая. Она может указывать на разъединение с мужчиной, склонному к чрезмерному анализу и обдумыванию. Это может быть потеря друга, сотрудника или даже любовных отношений. Карта может говорить, что человек образованный, коммуникабельный, может быть, занимается преподавательской деятельностью, будь то это вы или важный для вас мужчина, может потерять свое положение или испытывать затруднения в понимании. Когда эта карта выпадает в перевернутом положении, она ставит вас в известность, чтобы продумать все вещи и получить ясность, необходимую для устранения беспорядка и путаницы. Сейчас у вас может появиться возможность привнести более просвещенный взгляд на любую ситуацию, когда вы сделаете шаг назад и посмотрите на все по-новому. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.